Привет, мы команда XZ. Еще раз. Всем привет, мы команда XZ. Мы из Санкт-Петербурга. Мы занимаемся каверденсом с 2011 года. Раньше, наверное, кому-то я написал, чтобы взять интервью. Мне и просто я не Саша. знал. Ну, просто я не знаю, что вы в Санкт-Петербурге, поэтому я не мог взять интервью. Но сегодня, наконец-то, я встретился с вами. Да. Ну, я слышал, в Корее тоже выступали, да? Есть корейская газета Seoul Shinwoo, и директор этой газеты, он уже 8 лет делает кей-поп кавер-дэнс в Москве ежегодно. И вот мы на протяжении нескольких лет участвовали в этом фестивале, который полуфинал в Москве. И в 2017 году мы выиграли первое место в Москве и поехали на финал в Сеул, где тоже заняли первое место. Тогда по России вы первое место получаете, да? В 2017 году мы чемпионы мира. Чемпион мира? Да. В России был отбор, то есть в России Полуфинал. полуфинал, именно по России. Выбрали одну команду из России, потом все команды из мира. из разных поехали. стран. Сеуле не только из России. Да, в Сеуле были из разных стран. Понятно. И мы представляли Россию. Да, там было много команд разных со всего мира, с Америки, Филиппины, Таиланд. Япония, Мексика. 10 команд было в тот год, и мы заняли первое место. Да, Поздравляю, хотя это... Я видел ваше видео на YouTube, поэтому я интересовался. Вот, именно это как называется, BTS. Idol. Сразу, по-моему, вам написал в то время, чтобы взять интервью. это был Ну, один это из было самых сложных номеров, да? Физически было сложно прыгать, как танец. А вы сейчас занимаетесь тогда в последнее время? Сейчас меньше. Меньше, просто Да. заняты. У нас небольшой перерыв из-за наших личных расписаний. Все очень занятые в последнее время именно наши. Честно, из-за возраста. Мы уже немножко старые. Мы все молодые, не слушайте. Молодой возраст не позволяет нам. Да. Мама не разрешает так часто ходить. Я знаю, что в России это не очень прилично спросить возраст. Именно. Да, и мы закончим на этом. Нам всем по 20. 18. А мне 18, да. 18. И... А остальных по 20. Вот она младше, ей 18, скажите, ровно 20. Не врите. Не спрашивайте такие вопросы. А тогда у каждого есть своя работа, ну другая, например, учеба или работа, да? Да. У нас кто-то учится и работает, кто-то работает. Все работают. Зарабатываем деньги. Когда у вас нету такой мечты, ну, например, такое entertainment компания, если хотят создать команду российскую, то можете все выкинуть свою работу и там попробовать. Я бы рискнула. Мне кажется, в моем, например, случае дело больше не в работе, а в том, что это очень тяжелый труд. Айдолы очень много работают, и это очень тяжело психологически, и мне кажется, я бы просто, наверное, не смогла. Если бы что-нибудь предложили, типа подтанцовка, либо хореограф, там, либо что-нибудь такое, возможно, да, но именно как айдолам, Сложно будет, да? да. Я думаю, что, в принципе, с нашей внешностью сложно будет пробиться в этом бизнесе. В смысле? Нет, ты сможешь. Я имею в виду, что европейки на сцене, как корейская, они все равно чуть-чуть по-другому выглядят. Это наши главные европейцы. Еще есть тогда другое мнение? Есть? Я не знаю по своим силам, смогла бы или нет, но я бы рискнула. Мне реально хотелось посмотреть, как это происходит, и проверить свои силы. Как это сказать? Бросить себе вызов или что-то типа такого? Как вы думаете, мы бы смогли пробиться в этом бизнесе? Оставляйте комментарии. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Да. Исследование рынка, да? Да. Вы, кроме кей-попа, еще что нравится именно про Корею? Про Корею некоторые из нас были как туристы, и мне кажется, эта страна очень атмосферная, да? Да? Когда приезжаешь в Корею, когда я первый раз, все красиво, господи, все как в дораме. Первое время ты ходишь такой, боже Но мой. просто впечатление, это очень отличается от России даже. Архитектура, природа, Люди, в принципе, люди отличаются. И поэтому ты приезжаешь, Магазины. как будто ты попадаешь в другой мир. Да. Еда очень вкусная, косметика классная. Магазины, Токпоки вещи. из Пусана.
Вообще переехать или Вообще просто... переехать, но не только вообще переехать, например, еще там учиться или чем-то заниматься вы хотите. На какой-то Я- промежуток да, времени, да. мне кажется, Да. да, мы все хотели. но переехать Пожить очень там. сложно. Это сложный Все-таки вопрос. менталитет разный. И, Не все могут подстроиться. Например, менталитет. ну, например, ну, не знаю, само общение людей там более уважительное, если у нас люди друзья, вот мы не одного возраста, ну почти одного, да? Нам всем по 20. Не врите. В Корее мы бы уважительно с ними Да, общались, не определенно, могли да. бы себе что-то позволить, а здесь мы очень хорошие друзья, и как бы общаемся все на одном уровне. То есть нет такого прям давления какого-то или что-то в этом роде. Рабочая этика тоже разная. Да. То есть очень много таких историй, как бы знаешь, которые, ну, я бы вряд ли, наверное, так смогла. Сложно перестроиться, когда ты всю жизнь живешь в одной стране, а потом в другую культуру совершенно попадаешь. Что там есть, там же все острое. Нет, это не Человек не все. Ну, на самом деле, в Корее тоже культура, ну, потихоньку сейчас меняется, поэтому я думаю, большинство понимает, что иностранцы не очень хорошо понимают корейскую культуру, поэтому они могут так поступать, но не специально. Просто это разница культуры, поэтому они поймут, я так думаю. Сейчас сложно, так как мы занимаемся этим уже 8 лет, у нас настал такой период, когда, особенно еще после победы на каверденс, мы к этому очень долго стремились, и когда мы этой цели достигли, возник такой вопрос, а что дальше? Ну, первое время начали больше делать акцент на YouTube, стали много снимать видео туда, и там, естественно, есть отдача от людей, но, к сожалению, нету финансовой от этого никакой прибыли, и это немножечко демотивирует, потому что хочется еще жить как бы своей личной жизнью помимо всего этого, а чтобы делать что-то хорошее, нужно много времени. Если нужно выложить хороший кавер, хороший номер, нужно больше репетиций, больше посвящать этому времени, больше денег там на хорошие костюмы. Возможно, когда-нибудь вы перестанете, да? Когда-нибудь этот об этом момент в подумаем. любом случае настанет, но мы открыты для предложений. То есть нас зовут на мероприятие выступить, мы, конечно, если это как-то подпитывается чем-то, Финансово. или хотя бы оплачивают дорогу, да. Вот, допустим, недавно мы за еду тоже можем работать. На самом деле, как бы, если я смогу, и если вам что-то требуется, то, наверное, я могу помогать. Ну, Это, например, чем? с финансовым вопросом. Ну, если это не миллион, не миллион. Просто, чтобы вы продолжали и чтобы распространять такую корейскую культуру, кей-поп и так далее. Мы нуждаемся в менеджере. Менеджер! Нам нужен человек, который будет искать нам мероприятия. Там. Как сказала Дарья, мы немножечко вот постепенно двигаемся к цели. Сейчас уже она частично исполняется. Мы танцуем с айдолами. У нас уже было несколько выступлений, когда мы выступали либо на открытии фестиваля айдолов, это был Фил Корей. КБИ. Там выступали NCT и Infinite. В прошлом году была выставка большая продуктов в Корее, и там же был концерт. Там круг сети. Да, Да, мы там да. выступали на открытии перед звездами. Потом мы выступали в этом же году, было мероприятие Фил Корея, где была Санми, да? Санми, Карты, мы тоже, и там было две Имфакты. группы, Impact и Снупер, и у нас был совместный номер. А в этом году мы выступали на K-Expo, но это была Отдельно, мини-стейдж, да. мини-стейдж был, да. И мы потихоньку двигаемся к тому, чтобы выступить с BTS. Любите Корею, любите кей-поп. Любите нас. И мы вас любим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И на нас тоже. 러시아를 대표하는 K-팝 커버 댄스 팀 이그지스트의 공연입니다. 이그지스트는 지난 2011년 K-팝에 푹 빠진 러시아 소녀 3명이 결성했습니다. 결성 6년 만에 한국에서 열린 전 세계 K-팝 커버 댄스 대회에서 1위를 거머쥐기도 했습니다. Не бойтесь к нам подходить. Да. Не стесняйтесь. Не надо стесняться. 한국 사랑해요.